Катаны, всем огромный привет! Во-первых, я уже вернулась из отпуска. Во-вторых, я скучала. Это должно было быть во-первых. В общем, я прилетела и готова для вас снимать классные ролики. Поехали! Ронять и разбивать смартфоны неприятно. Вдвойне неприятнее, если это флагманская модель. А они, знаете ли, всегда такие скользкие и глянцевые. Так что уронить проще простого. А что, если флагман будет защищенным? Moto Z2 Force как раз такой, с небьющимся экраном. То есть, чтобы вы понимали, совсем не бьющимся. Поэтому вооружайтесь чаем и конфетами. Будет любопытно. По дизайну и габаритам он похож на другие модели Moto, заточенные под использование модов. Собственно, это и есть главное ограничение, которое останавливает дизайнеров. Размеры должны быть такими, чтобы подходили под уже выпущенные моды. И контакты на задней панели тоже должны быть. Без этого никуда. Сканер отпечатков на передней панели. Назад при всем желании нельзя. Будет закрываться модами и накладками. Работает моментально, очень удобный и вообще зайка. Рамки сверху и снизу огромные, но это совсем не напрягает. Я бы сказала даже наоборот. Z2 Force хоть чем-то отличается от всех этих корейских и китайских флагманов. Тут вот и камера своеобразная, да и в целом дизайн узнаваемый, что сегодня большая редкость. Наушников в комплекте нету, как и мини-джека, зато есть такая вот штучка. Рассуждать об удобстве этого приспособления я, пожалуй, не буду, а вы можете написать свое мнение внизу в комментариях. Динамику Z2.1, и это печально. Класть телефон можно только на спинку, что естественно бесит. Нужно постоянно следить за поверхностью, вид шероховатости и неровности опасны для камеры. Динамик средний по громкости, зато звучит чисто. Никакого объемного звука, понятное дело, нет. Зато тут очень крутой микрофон, что вы сейчас можете и слышать. Звук намного лучше, чем во всяких десятках и галактиках. Короче, тупо космос. Поддержка мода влияет и на экран, поэтому никаких модных 18:9. Экран стандартный для Android флагмана 2017 года. Супер AMOLED 16:9, Quad HD. Баланс белого отличный, картинка яркая и контрастная. В общем, все ок. Но это еще не все. Главная его особенность – технология Shutter Shield. По сути, поверх матрицы целый бутерброд из защитного покрытия, стекла и финальной пленки. Если Z2 Force падает плашмя на экран, вообще пофиг. Вы можете повредить сам телефон, модуль камеры, биометрический сканер. Он у вас может развалиться или вообще не работать. Но максимум, что случится с экраном, это царапинки. Трещины и этот телефон – понятие несовместимое. Кстати, он еще и от воды защищен. Камер у Z2 Force 2 по 12 мегапикселей, если не считать фронтальную, там всего 5. Фотографии получаются довольно четкие и яркие, равно как и видео. В принципе, фотки получаются практически такие же, как и на Moto X4. Никакого вау-эффекта, к сожалению, нет. Видео телефон умеет снимать в 4К, делает это неплохо. Главный плюс – все те же микрофоны. Второй модуль монохромный. В принципе, работает и сам по себе, позволяя снимать в высокохудожественном ЧБ. Но кроме того, он позволяет при съемке менять глубину резкости. Правда, сделано это не так удобно, как в других моделях с подобной фичей. Да и глюки с определением объектов такие же, как и у всех, так что чуда не ждите. Флагман есть флагман. Поэтому здесь Snap 835, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 встроенной. Когда флагманские смартфоны начинают тестировать на производительность, выглядит это странно. Катаны, но он просто не тормозит и все. Ну вот какая разница, меньше там этих попугаев или больше, чем в других моделях? А вот с батарейкой чуток вышло грустно. Ну хотели потоньше, вот вам потоньше, 2730 мАч. Ну хотя день смартфон выдерживает, а там уже и до зарядки недалеко. Я успела посмотреть почти все модули, которые есть для смартфонов Moto. Это и божественный Sound Boost 2 от JBL, и камера Moto 360, и сомнительный фотомодуль Hasselblad, и крутой чехол для быстрой зарядки, даже геймпад. Я вам скажу, тема интересная, но спорная. Интересная из-за универсальности, а спорная по той причине, что эти модули недешевы. Ну и носить их в чем-то нужно. Так что каждое улучшение функциональности стоит баблишко. А что думаете вы по поводу всей этой модульной концепции, ну и вообще про Z2 Force? Свое мнение обязательно напишите мне в комментариях. Не забудьте подписаться и нажать на колокол.
А еще розетка очень просила, чтобы подписывались не только на мой инстаграм, но и на нее тоже. Вот, ребятки, я даже не знаю, танцевать вам видео. Что в смысле танцевать видео? Танцы-то танцуют.